Доброго здоровьячка, хунту и хунтуберы. Мы из Украины. Возникло с утра ощущение, и только с утра, что наступила какая-то пауза в событиях. Конференция в Лугано завершилась вроде в нашу пользу. Луганская и Донецкая область, несмотря на все заявления и стремления, все еще не полностью потеряны. Отрицательное экономическое процветание россияне продолжается ударными темпами. Надо взглянуть на то, что у нас вообще складывается и вычитается. Это мы сейчас и сделаем. У меня нет сомнения в том, что следующим объектом приложения усилий российского похода за стиралками на Донбассе станет Славянско-Краматорская агломерация. Хотя по целому ряду признаков не исключено, что на Харьковском, Криворожском и Николаевском направлениях противник также собирается перейти к активным наступательным действиям. Это в меньшей мере касается Запорожского направления, хотя и там вполне возможны резкие контрнаступательные действия противника с целью выравнивания ситуации. Если же расположить по ранжиру эти направления, то, на мой субъективный взгляд, он будет выглядеть следующим образом. Славянск-Краматорск, Харьков, Кривой Рог-Николаев, Николаев-Кривой Рог, Запорожье, плюс пока вероятное экзерсис МСье Лукашенки, вполне вероятно привязанное к какому-либо наступлению на ином направлении. Да, шановне панство, я, конечно, не генерал Буданов, такими правительскими способностями, как он, не обладаю, но, глядя на нынешние ужимки и прыжки командования войск противников, вполне могу попытаться понять их мотивы и причины. Почему этот рейтинг намерений противника выглядит именно так, а не иначе? По целому ряду причин. Давайте по порядку. Кстати, заглядывайте иногда в телеграм-канал Пенса. Я туда бросаю то, что либо нельзя использовать в ролике, либо невелико для обзора. Ссылка в первом комментарии к ролику, как всегда. Сегодня вот появилась информация о том, что в порту Балтимора замечены погрузочные работы по проекту Ленд-Лиза. Так, Славянск, Краматорск. Почему на первом месте? Противник уже сосредоточил и развернул в составе двух главных именно для этого направления ударных группировок Изюмская и Попаснянская до 60% всех своих сил и средств, оперирующих на территории Украины вообще. Для начала массированного наступления на это направление ему не надо совершать никаких резких движений, типа объемных перегруппировок, развертывания систем МТО и управления. Все уже готово и вполне исправно функционирует. Противник в рамках подготовки к наступлению именно на этом направлении уже начал улучшать в тактическом отношении исходные рубежи и позиции своими активными наступательными действиями на отдельных участках. В отношении этого направления первоочередные цели – Северск и Бахмут, хотя наиболее актуальными все же выглядит район Райгородка, где противник подошел к Славянску на сегодняшний день на наиболее минимальное расстояние до Славянска. По составу и перспективам согнанных под Изюм и Бахмут атар надо разговаривать отдельно. Харьковское направление. Юго-западнее Белгорода, у самой границы, сосредоточенная и развернута полнокровная 144-я МСД, причем со всеми своими подразделениями. Там же сосредоточены значительная сила артиллерии противника, множество видов и наименований. Эта дивизия усиленно пополнялась личным составом ИВВТ еще с конца апреля. По сути, на сегодняшний день по уровню своей боеспособности она вполне соответствует и Изюмской, и Попаснянской группировкам. Причем, что характерно, она стоит сразу за спиной группировки противника, которая сейчас севернее и северо-восточнее Харькова пытается пробиться, вернуться на ближние подступы и окраины города. Как вы понимаете, ввод 144-й МСД в действие на Харьковском направлении не просто удвоит эти усилия, а резко увеличив их на порядок. Я бы даже сказал, учитывая тот факт, что и наше подразделения противника уже изрядно потрепаны на этом направлении, ввод в бой свежевосстановленной 144-й МСД противника может изменить ситуацию на Харьковском направлении кардинально. Это простой расчет, никаких фантазий. Криворожское направление. По правде сказать, особого оперативного значения развитие гипотетического наступления противника на этом направлении лишено, собственно, потому оно и помещено на третье место. Оно имеет смысл исключительно в качестве противодействия активности сил обороны Украины, пытающихся выйти на тылы подразделениям противника, обороняющимся в районе Высокополья и Новопетровки, то есть решить тактическую задачу. Однако, на более предметное размышление по этому поводу наталкивает несколько необычная по численности группировка войск противника, переброшенная их командованием для решения этой задачи. Как-то многовато 2 полных условно-расчетных бригады всего лишь для того, чтобы отодвинуть украинские войска в районе Потемкина и Нововознесенска. Николаевское направление.
Наступление войск противника на Николаевском направлении все еще условно возможно. Причем, несмотря на то, что сегодня противник вынужден вести упорные оборонительные бои западнее и северо-западнее Херсона. Дело в том, что сумев вытормозить продвижение передовых подразделений сил обороны Украины юго-западнее Снегуревки, командованию войск противника удалось создать вполне очевидные условия для того, чтобы контрнаступить на левый фланг нашей наступающей на Херсон группировки. Это стало понятно пару дней назад, когда силами 2 БТГР противник попытался атаковать по направлению от Шмидтова на Любомировку и Новогригорьевку, явно стремясь зайти на тылы и за левый фланг тактической группе ЗСУ, ведущей упорные бои с противником в районе Киселевки. На первый взгляд, это кажется такой мелковатой тактической контратакой с целью принудительно развернуть наши передовые подразделения фронтом на север, а не на Херсон. Но лично меня в этом отношении беспокоит тот факт, что для этих упорных контратак противник выбрал именно этот участок. Дело в том, что если эти контратаки получат какое-либо развитие, даже минимальное, возникнет вполне высокая вероятность прорыва противника к Шевченково, а значит, на ближние подступы к Николаеву. То есть задумка противника вполне очевидна. Пока наши тактические группы бодаются с крымскими ордами управленной Киселевки, зайти им в тыл через их левый фланг, отрезать от Николаева и самим прорваться на его ближние подступы. Ну что ж, в смелости замыслов российскому военному командованию не откажешь. Тем более, что вышеперечисленные резервы, которые противник пока сосредотачивает в районе Новой Каховки и Таврийска, перебрасывая с Запорожского и Луганского направлений, и которые явно не подходят по размеру для использования в районе Высокополья, очень даже подходят для ввода в бой в районе Шмидтова. Причем очень подходят. Теперь, собственно, о Запорожье. Я не думаю, что в ближайшее время противник сумеет сконцентрировать для особо глубокого прорыва в этом направлении значительное по объему силы и средства. Из-за того, что на протяжении участка фронта от Днепра до Великой Новосилки у него многочисленные порезы, которые вынуждают его тратить резервы на совершенно заурядные, повседневные цели, вместо того, чтобы концентрировать их для чего-то значительного. Порезы на запорожском направлении стали возникать у него с завидной регулярностью. То в районе Щербаков, то под Пологами, то еще где-то. Ну а про смежный участок под Угледаром и говорить не приходится. Судя по всему, именно туда придется командованию войск противника потратить основную часть своих тактических резервов, дабы избежать весьма опасного продвижения ЗСУ в направлении на Волноваху. Резюмируем. На сегодняшний день пока самым очевидным просматривается именно Славянско-Краматорское направление, на котором противник в самом ближайшем будущем сможет предпринять какие-либо широкомасштабные наступательные действия без особо длительной оперативной паузы, что в свою очередь весьма важно для ВПР противника в контексте достаточно уверенного наращивания объемов и темпов военно-технической помощи Украине со стороны цивилизованного мира. Однако, чуть менее вероятным выглядит наступление противника и на Харьковском направлении. Я не думаю, что командование войск противника просто так позволяет прохлаждаться своей целой полнокомплектной мотострелковой дивизии в Белгородской области, непосредственно у наших границ, в условиях жесточайшего дефицита мотивированной пехоты непосредственно на главных направлениях своего наступления. Также вполне понятно, что стаскивание в течение крайней недели в район Новой Каховки, Чкалова и Олешек Херсонской области подразделений, ранее оперировавших совершенно на других направлениях и в операционных зонах, происходит явно не из соображений альтруизма. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Pence. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тисніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу. Тож це і буде ваш вклад в перемогу України.